Всем огромный привет! Для вас, как всегда, необычное, интересное и полезное видео без лишних слов. Многие из вас уже видали этот заморский, нашумевший инстаграмный дизайн. Меня он тоже жутко заинтересовал, но мастер-класс этого дизайна был платным, поэтому я решила попробовать повторить его и показать вам за небольшую плату. Просто напиши мне какой-нибудь комментарий. А пока, как вы видите, я уже взяла подходящий цвет и нанесла его как цвет-основу. Кстати, делать этот дизайн я буду несколькими способами, поэтому обязательно досмотри видео до конца. Для создания нужного эффекта понадобится фольга. И как раз для таких дизайнов у меня есть фольга с уже вырезанными фигурами. Целая упаковка разных цветов. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Выдавливаю один прямоугольник небольшого размера. Делать это нужно аккуратно, чтобы не смять его и не порвать. На прямоугольнике побольше с обратной стороны делаю разметку. Отсекаю углы. Совсем немножко, чтобы они были просто прямыми. Над каждой полоской ставлю по 2 точки на одинаковом расстоянии. Соединяю между собой, чтобы получилось 4 трапеции. Супер ровно вырисовывать не нужно, ведь все равно придется вырезать, а вот вырезать нужно ровно. Теперь мне нужно дорисовать еще 2 вытянутые трапеции и 2 коротенькие. Когда разметки нарисованы, можно вырезать. Не переживай, если такой фольги у тебя нет. Дальше я покажу способ, как можно выйти из положения. А вот и все нужные вырезанные элементы. Заскринь экран, ведь именно такая раскладка будет на ногте. Для удобства работы необходимо взять материал средней вязкости, поэтому я беру 3-фазный гель. Тонким слоем покрываю весь ноготь. Далее объемную каплю материала выкладываю лишь на центральную часть ногтя. Теперь прямоугольник из фольги прикладываю к этой капле. Далее необходимо прижать. Из центра гель выталкивается и заполняет пустоту под краями. Взяв тонкую кисть-волосок, поправляю расплывшийся материал. Его необходимо завести под края фольги. Когда весь материал поправили, продолжаем выкладывать остальные элементы декора. Длинные трапеции, естественно, по бокам. Коротенькие сверху и снизу. По углам распределяем 4 маленькие трапеции. И быстренько отправляем все сушиться в лампу. Вот почему необходим более густой материал, чтобы пока мы все выкладываем, гель не растекся. Можно, конечно, выкладывать все по очереди, но для меня это лишняя трата времени. А сейчас берем топ. Я использую топ без липкого слоя. Топом необходимо покрыть в тонкий слой. А если вдруг где-то какой-то кусочек фольги все же торчит, перекройте топом, высушите, а затем аккуратно бафиком зашлифуйте и избавьтесь от торчащего кусочка. Затем снова перекройте глянцем. И вот как выглядит этот популярный шоколадный корейский дизайн. Когда я выложила этот дизайн в другие свои социальные сети, заметила частый повторяющийся вопрос: а как же этот дизайн будет выглядеть на ногтях? Фу, да ногти будут толстыми, как пирожки. Ну и я, естественно, решила проверить. Проверить на себе. На первый взгляд ничем не примечательный, просто отросший ноготь. Но если приглядеться, то есть в нем одна проблемка. А название этой проблемки... Отрастила до ходила называется. Бачите, сколько отросло. Ну, в общем, убираем вот эту липуху, вот эту. Убираем вот так вот, счищаем. Смотреть на это, конечно, немножко больно. Но если вдруг из вас кто-то за меня запереживал, не боитесь, все под контролем. Знаете, я, наверное, одна из немногих людей, которые радуются, когда у меня ломаются ногти. Почему? Да все просто. Это очередной повод сделать себе новые ноготки. Ведь, как вы уже заметили, с коррекцией я затягиваю систематично. Я долго игралась с этим пришельцем, снимала тиктоки и, наконец, когда доигралась, оторвала его к чертям собачьим.
Ну а потом одним движением пальца я избавилась от остатков старого материала и решила подчистить торчащие остатки натурального ногтя. Здесь, правда, было больновато, ведь я инструментом часто цепляла гипонихий. Так как я ношу длинные ногти, то он у меня стелящийся и довольно длинный. Судя по всему, ноготь подорвала я давно, я даже не помню, когда это случилось, ведь кожа здесь уже зажившая, ни кровиночки, ни гематомочки. Тьфу-тьфу, слава богу, все в порядке, срастет. Чтобы сделать такой дизайн, поднаращу длину. Для начала шлифую натуральный ноготь. А алмазной насадкой торнадо зашлифую все расслоечки ногтевой пластины, чтобы нигде не было никаких пустот. Проблемы с ногтями мне не нужны. Причина такой поломки – это затягивание с коррекцией. Об этом отчетливо говорит поперечная трещина всего ногтя. Ноготь отрос, зона стресса также сросла, и при даже небольшом ударе зона стресса не справляется со своей функцией, и получаются вот такие вот проблемы. Так что не повторяйте за мной. Теперь отклеиваем кутикулу. Делаю это я хрустальной палочкой. Конечно, язык так и чешется сказать, что это апельсиновая палочка, но если она не из апельсинового дерева, никакая она не апельсиновая. Проверяю, нет ли склеек, и если их нет, а их нет, переходим к следующему этапу. Тем же торнадо очищаю ноготь от птеригия, зашлифовываю внутреннюю часть кутикулы. Разворачиваю все, что вышкребла, и сейчас я покажу фокус для аппаратного среза кутикулы. Берем обычный хлоргексидин. Купить его можно в любой аптеке. Средство копеечное. Капельку на ноготь. Хрустальной палочкой помогаю распределиться средству. Кстати, а вот апельсиновая палочка в этом моменте бы уже раскошлатилась. И, поменяв насадку на шар, сразу начинаю аппаратный срез. Верьте, не верьте, а такой способ нереальный. Ранить клиента тяжело. Кожа снимается пластами сама собой. Я не знаю, в чем заключается суть этого фокуса, но видите, что кожа слазит прямо кашей. Насадка, правда, немного забивается этой самой кашей, но вытираем о салфетку и работаем дальше. Зато сухой, ненужной кожи как и не бывало. Напиши в комментариях, а пробовала ли ты такой способ? Нет? Тогда скорее беги попробуй, а потом вернись и напиши о своих впечатлениях. Ну, дальше я нарастила ноготь. На видео я это делать не стала. Просто не захотела. Я решила, что наращивание сниму отдельным видео. А вы мне можете в этом помочь. Напиши в комментариях, какое бы наращивание ты хотела, чтобы я сняла. Необычное, правильное, бумажки, чайные пакетики. Подкиньте мне какую-нибудь нестандартную идейку, и самую экзотическую я постараюсь осуществить. Для следующего варианта исполнения дизайна я взяла новинку гель-лака. Это светоотражающий гель-лак с крупными частичками, и выглядит он как будто бриллиантовый. Перекрываю ноготь и сушу в лампе. А сейчас я покажу, как же сделать такой дизайн, если вырезанной фольги у вас нет. Беру обычную голографическую фольгу, можно взять битое стекло и отрезаю небольшой кусочек. Теперь на фольге необходимо поставить разметки размера ногтя. Я показываю, как определить размер ногтя на типсе. Прикладываем фольгу плотненько, ну и с каждого края, сверху, снизу и по бокам ставим метку. Соединяем линии и получаем прямоугольник по размеру ногтя. А теперь в пределах этого прямоугольника необходимо нарисовать плотно друг к другу эти фигуры, ту разметку, которую в начале видео я говорила заскринить. Теперь остается вырезать фигуры. Появилась небольшая проблемка. На фольге остался маркер, но это не проблема.
пшикаем спиртом или обезжиривателем и тщательно вытираем салфеточкой. Маркера как и не бывало. Дальше проделываем тот же процесс, что и на типсе. Покрываем ноготь тонким слоем. Затем добавляю объемную каплю геля в центр ногтя. В таком же порядке и с теми же нюансами выкладываю вырезанные кусочки на ноготь. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot. После выкладки всех элементов отправляем ноготь сушиться в лампу. И сейчас я должна была показать результат, что же вышло на ногте, но я была бы не я, если бы на этом остановилась. Ко мне в голову пришла идея другого способа создания дизайна. На энтузиазме я быстренько спилила все, что было на ногте, поэтому предыдущий результат сейчас смотрите на типсе. По-моему, вышло очень даже шикарно, все как я люблю, дорого-богато. Ну, в общем, ладно, давайте все же перейдем к тому моменту, где я решила испробовать совсем другой способ. За основу беру всю ту же новую серию бриллиантовых гель-лаков, но уже в изумрудном цвете. И перекрываю весь ноготь. Просушив цвет в лампе, ноготь перекрываю тонким слоем геля. И сразу выкладываю максимально объемную каплю, прям очень объемную каплю. Кручу пальчиком, чтобы капелька стала еще объемней, и сушу в лампе. Вот такой вот пузатенький, беременный ноготь у меня получился. А теперь, сняв липкость, я перехожу к опилу. Вначале я создам форму ногтя такую, как мне необходимо, сконтролировав толщину ногтя и объем материала на нем. Опиливаю ноготь по граням. Сейчас вы видите это на экране. Фигуру на ногте можно опилить абсолютно любую, но я решила не отклоняться от оригинала. Сегодня все ногти делаю по одной форме. Сделав четкие аккуратные грани, проверяю торец ногтя, нет ли там лепешки, и убираю пыль. После топом, базой или гелем покрываю по очереди каждую грань. Главное промазывать ее аккуратно, чтобы материал не выходил за ребра фигуры. Теперь фольгу прикладываю к непросушенному материалу. Плотно прижимаю, слежу, чтобы не было пузырьков воздуха. И вместе с фольгой отправляю ноготь сушиться в лампу. После просушки снимаю фольгу, а перелив остается. Теперь все то же самое делаю на остальных гранях ногтя. Когда ноготь обложили уже со всех сторон, покрываю его топом. Также следите за тем, чтобы топа было немного, ведь излишек топа может исказить вашу фигуру. Ну и вуаля, ноготь-стеклышко. Самое главное, что таким способом мы можем контролировать толщину и форму ногтя. А приклеенная таким способом фольга сделает грани вашего ногтя ровными и гладкими. На длинном ногте такой эффект будет смотреться намного изящней. Кстати, обратите внимание на торец ногтя. Ногти тоненькие. А потом я присмотрелась и заметила этот аквариумный эффект. Ноготь как будто утоплен. Вживую выглядит вообще супер. Такой эффект можно создавать в разных цветах, разными способами и с использованием разной декоративной фольги. Кстати, дизайн фиолетовой типсы сделан с помощью битого стекла и выглядит ничем не хуже. Надеюсь, мое видео было полезным. Делитесь им с друзьями в социальных сетях. Не переключайтесь. Дальше больше. Пока-пока.